Чуваки, чтобы долго не мучиться с рендером и созданиями кадров, я решил попробовать ради эксперимента сделать видео слегка ускоренным, как это сделал Идолбек с плюсами к мультфильму «Я краснею». Поэтому включите в настройках видео скорость 0.75. Не знаю, сработает или нет, но попытаться все же стоит. В начале фильма вместо самого начала фильма надо обязательно показывать отрывок из концовки или середины фильма, чтобы заспойлерить зрителю сюжет. Спасибо. Тот самый случай, когда сценаристы пишут грамотно каждый сценарий. Глядя на орфографическую ошибку в английском слове defender, что в переводе означает защитник. Защитник. Заткнись! Авторы сразу должны были задуматься, что тут какая-то ошибка и должны были отвергнуть данный сценарий от реализации в виде фильма. Куда только авторы фильма смотрели. Вы японка? Нет. Мияко Тацури японка. Глупый киношный стереотип. Если уж человек узкоглазый, значит он либо японец, либо китаец. Как будто других узкоглазых людей из других стран нет. Зачем вы напали на мистера Дебровковица? Дебровковиц. Дебровковиц. Ты же много раз слышал его фамилию, как потом нам позже в фильме покажут. С чего ты вдруг повторяешь это слово несколько раз вслух, как будто ты его первый раз слышишь и не можешь правильно выговорить? Главного героя надо обязательно показывать личным появлением. Как этот наивный ребенок в теле взрослого бомжа вообще смог стать таким супергероем и сделать себе такой костюм из всех этих прибамбасов? Учитывая, что застрял в детстве в таком возрасте, он вообще ничего бы в жизни не добился бы, не нашел бы себе нормальной работы, и денег нормально на все это не смог бы заработать. Предоставляю тут слово Долбеку. Луна не такая большая. Спасибо. Я, конечно, слышал про тот миф, что если упасть прямо на мусорные мешки и кучу мусора, то от этого можно мягко приземлиться и выжить. Но, судя по звуку, он упал на что-то твердое, значит, ему, по сути, должно быть больнее. Тут какое-то недоразумение. Выйдите из машины. Приятель. Он вроде бы продажный полицейский, а сам не может нормально взглянуть на парня в костюме супергероя. Думает, что это один из полицейских, который застукал их. Тоже мне реальный мир, где все умнее. От такого кидания шариками он должен был просто отойти чуть на шаг, очухаться и ударить его в ответ. Однако он делает вид и падает, как будто «Ой, меня кто-то огромной дубиной ударил». Мне нужен капитан индустрии. Кто? Слушай, утырок, я не знаю, о ком ты. Неверный ответ. В смысле неверно? Он же тебе сказал, что не знает его. Мог бы для логики хотя бы попытаться объяснить ему, какого именно капитана индустрии ты описываешь, чтобы он точно знал, о ком ты говоришь. Держи, милый. У меня просто перерыв. Потом опять пойду работать. Ну-ну. И это рабочий нисколько не смущает, что он одет так странно, как клоун. По великому совпадению и случайность, по радио всем копам доложили о нападении на продажного полицейского только сейчас, а не сразу после того, когда защитник напал на него. И сразу именно в тот момент, когда полицейский находился в ресторане, где защитник сам и обедал. Вот не раньше и не позже. А он, извините, всегда оставляет свою видеокамеру на шлеме включенной, даже когда заходит просто пообедать. Я бы на его месте так зря пленку лишнюю не тратил бы на такую мелочь. Дубинку конфискуйте, шарики и остальное барахло отдайте и отпустите с миром. Да ладно! Хотите сказать, что в полицейском участке за потайным окном в виде зеркала никто не видел и не слышал? Они сразу должны были на этом моменте поймать его за воровство конфискованных вещей, и фильм можно было бы раньше закончить. Я в поисках орфографических ошибок уже сбился со счета. Хотя нет, вру, не считал. Вроде бы на улице уже идет зима и снег, и такая минусовая температура, а это спокойно ходит себе в костюме, как будто ему на самом деле не холодно. Может быть, он реально супергерой, и у него реально есть сверхспособность? Не чувствовать холод? Да нет, бред какой-то. Эй, а ты что делаешь с нашей стеной? Иди сюда, вызовите полицию. А чего ты ожидал? Вы ведь сами бандюки и занимаетесь подобным хулиганством иногда. Вот и он тоже хулиганит и имеет на это полное право. Да и сцена выглядит глупо. Это все равно, что если бы какой-то полицейский арестовал бы преступника, а потом его другой наезжал бы и говорил типа «Это моя работа, а не твоя, не лезь не в свое дело». Это тот дебил, о котором я рассказывал. Я думал, тебя взяли, разве они... Отпусти парня. Кто тебе текст пишет, Супермен? Нет, я сам пишу. Господи, почему мне так стыдно за этот тупой диалог? Вот тоже мне реальные и нормальные люди из якобы реального мира. Кто тебе текст пишет, Супермен? Нет, я сам пишу. Тебе надо нанять какого-нибудь грамотного писателя. Фильм наивно верит, что если он будет признавать свои ошибки, то от этого он якобы станет лучше. Ты себе найми некрологи писать, потому что я тебя сейчас сотру в порошок. Конечно, прокачка таких скиллов, как ловкость, сила и выносливость, в планы нашего героя, разумеется, не входила. А зря. Походил бы на борьбу, протеинчика попил бы. Какой смысл геройствовать, если ты из себя как воин ничего не представляешь? Давай, свет, пес, свет. Я сказал, включай. Включай свет. А чего он ожидал от этой старой посудины? Ладно, если бы была современная машина, которая бы сразу при нажатии заводилась бы. Но чего они тупо стоят на месте и ждут, а? Нападите на него сразу и все. Клише, если нападать на главного героя, то обязательно будем нападать только по одному. Один раз тебя уже избили и чуть не убили, и я должен был после этого учесть урок, но нет, я в будущем опять буду наступать на одни и те же грабли. Хотите знать, для чего этот персонаж здесь нужен? Ни для чего. Она почти никак не влияет. Да и ее отношения с защитником так и непонятно, как быстро развились так, и как они так быстро успели привыкнуть друг к другу. В реальной бы жизни она бы точно наплевала бы на него. Я вообще считаю, что если ее тупо вырезать из этого фильма, то сюжет фильма от этого нисколько не поменяется.
Что с леденцом делают? С леденцом дарят детям? Их не только дают детям, их еще покупают и едят, если ты не знаешь. Как этого психа вообще взяли на работу? Чему это нас учит, Джек? Носить с собой пушку. Нет, это учит нас, что дракой ничего не решишь. Но можно же драться, если спасаешь кого-то. Кто бы что ни говорил, но этот пацан дело говорит. Однако от этого фильма лучше не будет. Я кое-кого ищу. Да, а кого? Капитана индустрии. Радован? Думаешь, это может быть капитан индустрии? Да ничего эта наркоманка не знает, а ты наивно поверил ей. Только деньги впустую потратил, а мог бы нормально купить на них себе еды. Ангел. Вот блин, ты меня до усрачки напугал. По-моему, здесь нет ничего страшного. Все нормально. Вот и все. Что мне делать? Все, что он захочет. Это хороший человек. Я бы на месте этой девушки уж лучше бы сразу понял, что тут что-то не так и попытался бы сбежать. А она что делает? Нет, ну серьезно, откуда этот психованный берет столько денег, чтобы купить все это оборудование и собрать его? Для этого миллионером надо быть. Он же, блин, не Брюс Уэйн. Где он вообще весь этот твой ос достал и как он их разводит? Да ладно, сколько попыток нужно, чтобы тренироваться стрелять из рогатки? Даже мальчики вроде хулиганов и то нормально стреляют с первого раза и метко. Снова встретились. Знаешь, думаю, я могу помочь тебе. Правда. Хорошо, что ты слушаешь. У тебя на меня зуб. Но знаешь, что еще у тебя есть? Твердое желание сдохнуть. Ну не дурак же он, а? Он же прекрасно знает, что этот псих может убить его. Вроде бы правильно поступал, спокойно с ним общаясь, а тут внезапно вот так заорал, лишь бы специально спровоцировать его, чтобы тот убил его. Возможно. Где капитан индустрии? Нет вообще никакого капитана. Понимаешь? Брось. Нет! Только не это, боже! Мне нужен адрес. Ладно, ладно. И зачем именно выдавать настоящий адрес своего босса? Направил бы его лучше в ловушку или куда-нибудь не туда, а потом сообщил бы всем своей братве об этом психе. И все, избавились бы от него навсегда. А сам бы он никогда местонахождение вашего босса не узнал бы. О, у нас, кажется, есть звонок. Вы в эфире. Вы вот все говорите о проблемах с наркотиками и оружием. И что? Если об этом не говорить. Тогда исчезнут проблемы. Что за бред? Это все равно, что делать вид и игнорировать бандитов и гопников с криминалом и делать вид, как будто их вовсе не существует. Ведь если тупо их игнорировать, то по сути они на самом деле никуда не исчезнут, а останутся и продолжат существовать. И рано или поздно доберутся потом и до тебя. Игнорирование проблемы саму проблему вовсе не решит. Проблем. Кошки все... лихорадные. Да ладно, хотите сказать, что они его не заметили? Как полицейские не задержали этого ряженого? Вот. А это там Дуни. О чем ты? Это может быть кто угодно. В смысле? Мог бы для начала допросить каждого полицейского, тем более того, показав ему ту самую запись и убедиться, правда это он или нет. А заодно проверить его на детекторе лжи. И если он вдруг соврет, что это не он, значит это действительно он, продажный полицейский. И все. Серьезно, почему в каждом супергеройском фильме все полицейские всегда такие тупые? Ты вмешиваешься в дела полиции. Тебе придется пойти за мной. Тебе нравится рисовать пальцами? Это занятие... Чудо! Телепорт! Защитник явно и правда обладает хоть какой-то способностью. И реально считается супергероем. Только вот почему тогда он не применяет эту способность еще во время драки? Прости, нужно больше кассет. Тебе нужно не больше кассет, а меньше записывать и тратить пленку на всякую мелочь. Да и зачем ему именно кассеты нужны? Купил бы лучше себе новую видеокамеру, которая записывает все на диске. Купил бы вместо этих старых кассет диски, так как кассеты уже давно ушли в прошлое на тот момент времени. И все уже на диске теперь записывают и на дисках смотрят фильмы. Надо же идти в ногу со временем. 21 век на дворе все-таки в конце концов. Так он все-таки может увернуться вовремя от выстрела и атаковать их нормально. Чего он тогда так лажает? Да и один раз ты его уже ударил. Чего ты после этого сразу не додумался увернуться от ножа и его выбить? Внимание, 1 гель за каждое лажание и удар. Не нарывайся. Будь мужиком. Что? Пушки для трусов. Ты, блин, серьезно? Это, черт подери, бандиты! Они на слабо никогда не ведутся так просто. Где ты, Артур? Он мертв. С Новым годом. Иногда, когда мне очень больно, я отправляюсь в одно хорошее место. Это называется кома, дебил. Нравится? Что здесь написано? Солдат. О, Какой еще нахрен солдат Джон? В оригинале они читают название обложки комикса. И да, я понимаю, что это ошибка перевода, но все равно сочту за грех. выступите сами, мистер Поппингтон. Он заслужил это. Вы засунули мистера Дебровковица в мусорный бак. Он сам хотел туда. Он думает, что он супергерой. Мистер Поппингтон, слушание откладывается. Вы должны подвергнуться психологической оценке. Я Доминик Болл из газеты «Спектейтор». Это привлечет общественное мнение на сторону Артура. Герой или угроза? Весь вопрос в том, нужен ли городу этот чудак. Хотите знать мое мнение? Ну, если мы живем на военном положении, то может самое время появиться такому сорвиголове, который немного не в себе. Я обожаю его. Наконец, кто-то решил действовать. Вы говорите защитнику да или нет? Да, стопудово. Нужно быть немного идиотом, чтобы делать то, что он, но я его обожаю. Все нормальные люди человеческой расы, которые живут якобы в реальном мире, сочли подобие психованного супергероя за якобы настоящего супергероя и защищают его всеми силами, чтобы его освободили. Тоже мне реальный мир. Это решение принято всеми сторонами и одобрено мистером Картером, который
любезно согласился стать твоим поручителем и опекуном. Но главное, ты должен прекратить все свои героические похождения. Думаю, вы сами уже догадались, что в этот момент должно быть. Ой, где ты была, а? Я хочу вернуться. Мне взять тебя после того, что со мной твой друг сделал? Еще одна бредовая и ненужная фильму сцена. Откуда этот продажный коп вообще узнал, что этот психически больной недосупергерой связан с этой шлюхой? Она не шлюха! Заткнись! Человек физически не может без сна, отдыха и без еды и питья, а тем более без нужды находиться все время на одном и том же месте. И долгое время раздумывать целыми днями и ночами. Как меня зовут? Защитник, мразь. Защитник. Нет, я защитник. Ну вот опять! Вроде бы после предыдущих ошибок, которые я так и не учел, и не учусь на них, должен был наконец-то усвоить урок. Но нифига, опять пойду наступать на одни и те же грабли. Я застрелила этого копа. Думаешь, тебя не смогу? Пули мне не страшны. Давай. Они просто отскочат от меня. Не ври себе. Ты сам прекрасно ощущал, когда тебя выстрелили. Должен же был осознать, наконец, что ты вовсе не неуязвимый. Артуру запретили носить уже костюм супергероя, однако, когда тот в костюме явился в полицейский участок, его за нарушение правил не вздумали арестовать почему-то. Хотя, по идее, должны были. И зачем он, езжая на своем крузаке, оставляет по дороге дорогу из фальшфайеров? И он что, типа дорогу полиции расчищал? Можно же было бы подождать, когда полицейские сами отойдут от своих личных дел и поедут за тобой следом. И вы серьезно хотите сказать, что они не видели, как он резко на езде выпал из своего грузовика? А как он, извините, смог затащить столько шариков и улей с осами в свой грузовик? Клише, злодей всегда будет стрелять главному герою либо в грудь, либо в плечо, потому что сценарий выстрелить главному герою в голову не позволяет. Ты убил мою мать. Да простит меня Бог. Прощай, муха. Тоже мне реальный мир, даже злодей ведет себя немного клишированно. Казалось бы, печальный момент. Главный герой умирает, и я в этот момент должен плакать. Но на деле мне тут просто плевать. Вот просто плевать и все. После смерти защитника все прощаются с ним словно с героем, который победил в какой-то там войне. Хотя на деле они должны были наоборот наплевать на него. Ведь он, черт подери, больной придурок, который изображал из себя якобы героя. Продажный полицейский приговорен к 26 годам тюрьмы. А вот раньше его распознать, что он продажный, никто не мог. Самая наискучнейшая сцена перед финальными титрами, которые стоило все время ждать после смерти главного героя до конца фильма.